многие блогеры делают вот такие вот видео, там 5 характеристик американцев, допустим, или 5 привычек американцев. Вы можете сказать, вот 5, ну, 5 или 6, сколько хотите, ну, таких особенных характеристик американцев, которые вам нравятся, и которые бы вы, наверное, вы хотели бы распространить и на казахстанцев также. Потому что, ну, это важно, потому что очень многие сейчас переезжают в Америку. И им очень Мгм. важно знать, менталитет отличается от казахстанского, допустим. Мгм. Мгм. Ну, пять. Хороший вопрос. Ну, сразу скажу, что в таких вопросах не обойтись без обобщений, потому что люди очень разные. В каждой стране есть там, там условно такие, сякие, поэтому это то, что я сейчас скажу, это будет касаться, например, 80%, может быть, и 70%. Всегда есть исключения. Да? Если так обобщать и генерализировать, то из таких хороших черт, которые в общем у американскому обществу существенны, мне кажется, это, во-первых, очень стремление к автономии, наверное, я бы назвал, да, первое, да, стремление к автономии, свободе. Американцы стремятся, там, условно, ну, даже вот взять, обычно покупая частные дома, да, ну, то есть стремятся иметь свой частный дом, чтобы не было, что, ну, чтобы больше управлять, чтобы была частная, чтобы там была личная машина, чтобы ты там не зависел от общественного транспорта, да, то есть это вот все стремление американцев к некой автономии, к тому, чтобы больше управлять своей жизнью, да, ну, это, наверное, такая яркая черта этого общества, да, ну, это все-таки исходит от отцов-основателей, да, Америки, там, еще с конца 18 века, поэтому эти вещи, они очень ценны здесь. Второе, во-вторых, общество очень, мне кажется, ну, поскольку здесь большой опыт в капитализме, да, да, то есть условно 300 лет. Ну, сейчас немножко, конечно, Америка тоже очень сильно парализована, да, то есть сейчас очень, ну, там, ну, там, скажем так, правительство США сейчас, ну, там, более, можно сказать, более социалистическое, да, ну, то есть это что очень удивительно для американского союза. Ну, в общем, ну, тем не менее, в общем, из-за вот исторических причин ну, общество достаточно капиталистическое. Это значит, что многие вопросы решаются в рамках свободно-рыночных, ну, свободно-рыночно решаются. То есть, условно, государство не вовлечено там в, ну, я не знаю, там, какой пример привести. А, ну, давайте простой пример. Например, вот у нас каждое там ТО, ну, не ТО, там акционерное общество небольшое даже, оно должно там все очень регистрировать каждого участника этого акционерного общества в государственных базах данных и так далее. В Америке до определенного размера, если ваш бизнес, да, государству вообще не интересно там, это знать. Вы это можете хранить там каких-то там инструментах, например, там, как карта.com, да, в которых просто вот хранится ваш вот эти вот данные про владение, ну, да, и так далее. Но есть там два агентства, там SEC и, да, то есть там, да, и которым это интересно будет в будущем, когда ваша компания станет публичной и так далее. Да. Ну или там какой пример привести, где у нас, ну, ну, наши страны, там мы привыкли, что государство везде участвует, да, то есть во всех вопросах. То есть возьмем даже медицину. А в Америке не очень хорошая медицина, да, это явно не их сильная сторона, но она отличается том, что это просто свободно-рыночная медицина. Здесь есть просто большое количество компаний, там United Healthcare, там, не знаю, Principal и так далее, и вы выбираете ну, там, житель, гражданин, где покупать страховку, где вас будут обслуживать. То есть это, не знаю, хорошо или плохо, это государство там очень мало участвует. И там, не знаю, возьмем там частные вузы, да, тоже, ну, частные вузы – это просто отдельная страна, да, частные вузы – это отдельная страна, у них своя газета, у них свой президент, у них как вот, если в город университетский поехать, как будто там, вот я вот помню даже свою жизнь в университете, я вообще не знал, что происходит вне кампуса, потому что у нас есть свои газеты, ну, там, я, конечно, утрирую, наверное, сейчас, но там своя жизнь, свой пузырь.
в котором ты живешь, в котором там свои привычки есть. Не государство свое, да? Да, совершенно. Ну, вот это вот, мне кажется, вторая часть, да, такой достаточно сильная, которая здесь, наверное, можно заметить. Ну, вот это первые, наверное, две мысли, И которые приходят в американцы голову. вообще, они вообще какие по сути своей, по характеру своему? Ну, это как бы разные бывают, да, то есть Америка это же как бы такой горшок всего, скажем так, где много чего варится, столько культур, столько разных А нельзя какую-то этнических одну групп. характеристику сказать об американцах? Ну, допустим, они дружелюбные, Ну, это я буду сильно обобщать, наверное, но мне кажется, что коммуникабельные. Это ну такие. да, наверное, вот если говорить про коммуникации, все-таки, если взять даже их школьное образование, все-таки у нас наше школьное образование было больше направлено на какие-то технические навыки, да, условно, да, там математика, физика, да. Для нас, ну, мне кажется, коммуникации, там, умение там, продавать, это как-то так чуждо, презентовать. В американских школах этому учат еще с первого класса, поэтому, мне кажется, это вот гораздо им ближе. То есть они обычно, то есть, ну да, наверное, все-таки в плане коммуникации, опять же, есть много исключений, но это все-таки на уровне школы очень сильно работает. Да? То есть, опять, что вам в школах обучают? Я другой пример приведу. Например, в Ну, американских школах обучают слепому набору текста на клавиатуре. У нас этому не обучают. Ну, по крайней мере, когда я учился, не обучали. Поэтому американцев средних, которых умеют набирать на клавиатуре вслепую, больше, ну, просто в процентном отношении больше, чем, например, в нашей стране. Опять же, из-за того, что вот школьное образование какое-то устроит. Если таких говорить моментов, математика в американских школах, ну, послабее, сразу скажу, чем в наших там, постсоветских странах. Это сразу заметно, потому что там, ну, скажем так, такие вещи, которые мы проходят только там обычно в университетах, да, или там в специализированных школах. Я говорю в общем. Если говорить про... И в Америке есть очень большое количество сильных частно специализированных школ, да, которых мы на прошлом выпуске обсуждали. Но если говорить в общем, то это можно тоже заметить, если даже вот как работодатель будет задать один и тот же вопрос среднему казахстанцу, среднему американцу, например, там, оцените, сколько там, долларов тратит средний американец на бензин в день. Многие американцы, ну, то есть, которые учились в средних школах, они будут затрудняться это посчитать, потому что без калькулятора, то есть, не умеют это делать. Вот. Ну, это такие вот, опять обобщаю сильно сейчас, но это связано скажем так, с образовательной системой. Много таких других моментов, да, то есть, мне кажется, в общем, общество более дисциплинировано, скажем так, в каком плане дисциплинировано? ну, более законопослушно, что ли. М. И опять сильно обобщаю. Много есть здесь и там, воров, преступников и все прочее, это как не без этого. Но, в общем-то, да, там, ну, это же много там Задорнов на эту тему шутил, да, раньше, да, как вот условно там наши, когда друг друга едут навстречу и там мигают друг друга фарами, чтобы скажем, показать, что там полицейский тебя ждет там за кустами. Ну, в Америке так не делают, да, условно. Это очень для них дико. Ну, так можно много пообсуждать, мне кажется, это такие очень обобщенные такие вещи.